В центре Лондона жил миллиардер Ричард Коллинз, человек, привыкший держать под контролем все, кроме собственного одиночества. В 42 года он владел несколькими технологическими корпорациями, имел роскошный особняк в Сурее и личный самолет. Но в последние месяцы его не покидало странное ощущение, будто кто-то невидимо вторгается в его личное пространство. Сначала Ричард думал, что все дело в переутомлении. Однако вскоре стал замечать странности. Книги на полке стояли не так, как он их оставлял, предметы слегка сдвинуты, а запах его любимого парфюма стал слабее, словно кто-то пользовался им тайком. Единственным человеком, кто имел доступ к пентхаусу, была домработница Эмма Харрис, скромная женщина, которую ему порекомендовала соседка. Эмма всегда приходила вовремя, работала молча и безупречно аккуратно. Однажды Ричард решил проверить свои подозрения. Он сделал вид, что заболел, и остался дома, лежа на диване с закрытыми глазами. Через несколько минут Эмма вошла, тихо, почти бесшумно. Она начала уборку с редкой сосредоточенностью, будто выполняла не просто работу, а какой-то невидимый ритуал. Когда закончила, подошла ближе, посмотрела на него и тихо прошептала: «Господи, дай ему покой, он ведь совсем один». После этого она положила на стол небольшой сверток и ушла. Когда дверь за ней закрылась, Ричард поднялся и подошел к столу. В пакете лежал сэндвич, яблоко и записка: «Если вы снова забудете поесть, простите, что вмешиваюсь». Эти слова поразили его больше, чем он ожидал. В ту же ночь он проверил записи с камер наблюдения, хотел убедиться, что не теряет рассудок. На видео он увидел, как Эмма, закончив работу, выходит, садится в старый автобус и едет в Кройдон, где передает лекарство мальчику у ветхого дома. Ричард понял, это ее сын, тяжело больной ребенок, ради которого она работает без отдыха. На следующий день, когда Эмма вновь пришла, он сам открыл дверь. Вручил ей конверт с чеком и запиской: «Теперь вы можете быть рядом с сыном. Спасибо, что напомнили мне, что значит быть человеком». Когда она ушла, в квартире воцарилась тишина, не холодная, как прежде, а теплая и живая. Ричард подошел к окну, посмотрел на вечерний Лондон и понял, именно в тот день, когда он притворился спящим, он впервые по-настоящему проснулся. Вот такая трогательная история, друзья. Пишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь, впереди еще много интересного.